Powerbanks Power Delivery 3.1 на 25 тысяч мА. Очень классный, очень быстрый, с независимыми портами. И при этом, говорю сразу, он прошел наш Технозон аудит, и мы подтверждаем честность этого пауэрбанка. Кстати, ссылки на него лежат в описании под видео. Но если вам интересно, как мы все тестировали, то, конечно, в этом обзоре мы вам это все покажем. Но перед этим вы подпишитесь, нажмете колокольчик, а в описании под видео у нас есть ссылочка на AliExpress порталы в Telegram, где есть актуальные промокодики для того, чтобы покупать это самое все пауэрбанки, там разные гаджеты, девайсы конкретно на AliExpress. Ну а мы поехали с вами его обозревать и тестировать. Технозон. Начинаем мы с распаковочки. 145 Вт High Power, 25 тысяч мА. Сразу видим M25 Pro у нас. И там написано у нас еще что-то, как заряжается. Нам это все не интересно. Тут понаписывали, но нам не интересно. Давайте сам Powerbank. Неплохой пластик. Везде они акцентируют про свои 25 тысяч, которые мы сейчас проверим. 145 Вт быстрый суперчардж. Есть кнопка. Смотрите, какой экранчик неплохой. С индикацией заряда, разряда и, конечно же, с индикацией всего, чего есть. Ну, давайте посмотрим, что тут еще есть у нас. У нас есть две Type-C. Первая у нас in 65 Вт, out 140 Вт, out 45 Вт и out 22,5 Вт на Type-A. То есть у нас in максимальный 65 Вт. Так. Кабель. У нас есть кабель быстрой зарядки на 240 Вт. Это, кстати, очень хороший кабель. Мы его тестировали. Хорошее плетение, не заламывается, не разламывается и имеет неплохие характеристики. Слушайте, ну прям прикольный. Прям хорошо сделан. У него цинковые наконечники. Ну и мы уже на AliExpress. Стоит он 66,90. Ссылка на проверенного продавца в описании под видео. С промокодом будет еще дешевле, если промокод на текущий момент какой-то действует. Тут нам стоит сразу с вами проходиться, потому что он полностью сертифицирован. У него есть ROG сертификаты, CE, FCC, все есть. Давайте смотреть основные хайлайты. 145 Вт тотальный, 25 тысяч у нас объем, емкость, 65 Вт быстрая зарядка, 2 часа 30 минут, полная зарядка от 0 до 100. До 100 можно заряжать по MacBook Pro, потому что он поддерживает Power Delivery 3.1. Это мы уже поняли. Сколько от чего заряжать нас не интересует. Smart LED дисплей это, конечно, очень хорошо. Опять акцентирует на том, что 65 Вт зарядка. Да, вот интересует чего. Есть температурный сенсор, есть сенсоры у нас, смотрите, перезаряда, есть овервольтажа, короткого замыкания, от глубокого разряда, от высокого напряжения, от температурный сенсор. Короче, ребят, есть очень много интересных моментов. Еще электромагнитная протекция есть, то есть защита. Ну, то, к чему он подходит, это все фигня на самом деле. То, что у нас содержится в коробочке, мы уже видели. Мне интересна емкость ватт-часов. Где емкость ватт-часов? Весит он, кстати, 449 грамм. А где емкость ватт-часов? 92,5 заявлено. А вот это вот мы уже начинаем с вами тестировать. Хорошо, тут они много чего расписали, много чего написали, но поехали. С вами посмотрим Технозон аудит. Это называется Технозон Power Аудит, калькулятор емкости. Заявлено у нас 25 тысяч мА, 92,5. Вот мы нажали расчет, он у нас выдал честный, но давайте по зарядке. В результате зарядки 100% у нас он взял 92,851 Вт-часа. Вот таким вот образом мы его ставили на зарядку, начинали с нуля, вы уже видели результат. Он догнал, смотрите, сразу погнал на зарядку 3 ампер 19,5 вольт 62 ватта. Фактически, учитывая, если прямую зарядку, то он брал бы 65. То есть мы подтверждаем, он спокойно брал 65 ватт. Мы прописали здесь 92,851 и мы потом приступили к разряду. Мы опять же поставили нагрузку, дали ему нормальный Power Delivery триггер и набрали мощность. В результате разряда мы получили 73,151 Вт-час. То есть абсолютно от 100 до 0. Мы вот столько емкости получили. Мы сюда вбили 73,151. Почему не 92, там, грубо говоря, и 5 постоянно? Потому что есть такое понятие, как тепловой пакет и тепловые потери при конвертации энергии. Сразу говорю, что они заявляются про емкость, смотрите,
Про реальную. 14 тысяч миллиампер при 5 вольтах 3 ампера. Это немаловажный аспект, вы должны его запомнить. При обычном расчете, как это делают все на 3,7 вольта, у него честная реальная емкость 19 771 миллиампер. И КПД у нас разряда 79,5%, а заряда 99,1%. Это не самый высокий КПД, это средний показатель, но он честный. То есть данный Powerbank по емкости честный. Мы подтверждаем, все супер. Он как бы, ну, если бы они, допустим, заявляли здесь 100 ватт час, да, мы поставили рассчитать, то это был бы уже нечестный. Но они заявили реальных 92,5. Рассчитываем, получаем честный Powerbank. Отлично. Но что у нас с протоколами быстрой зарядки? Тестируем Type-C 1. Давайте заходим, Charge протоколы. Заходим, Autodetect. Мы используем, кстати, PowerZ, один из лучших тестеров, которые есть на текущий момент. Лисичка вам закинет тоже ссылку в описании под видео. Так, смотрим. Quick Charge 12 вольт 3+, который FCP 12, SCP 22 ватта. Смотрим Power Delivery. Power Delivery 3.1 140 ватт, Quick Charge Plus и PPS есть. А ну давайте сейчас откроем PD 3.1. Давайте открываем. У нас получается 28 вольт 5 ампер. Все нормально, есть PPS до 21 ватта. Тестируем Type A обязательно. Type-C напоследок оставим. Поехали. UFC 33 ватта. Это универсальный протокол быстрой зарядки есть. Потом Quick Charge 3 Plus 12 вольт. SCP 22 ватта, 23 ватта. AFC у нас есть. TFC, и TFCP есть, FCP есть. Короче, ну неплохо, вообще совсем неплохо по набору. Так, ну вот все, что есть. DSCP SAM 2 ампера, Quick Charge до 12 вольт. Давайте Type-C 2, наверное, протестируем. Ну, давайте через Type-C вот так вот сделаем, будет проще. Включим питание и включаем проверку. UFC 33 ватта, это на втором протоколе, на втором Type-C. Видите? У нас есть, кстати, режим для медленной зарядки, то есть для маломощных устройств. Видите, у нас моргает семерочка на пауэрбэнке. Так, AFC, Quick Charge до 12 вольт, TFCP, что у нас там есть еще? FCP 12 вольт. И Power Delivery моргнул и пропал. А не, Power Delivery 3.0 есть, 45 ватт до 15 вольт 3 ампера. Вообще неплохой набор, я вам скажу, протоколов быстрой зарядки. Quick Charge 12 вольт. И UFC до 11 вольт 3 ампера. Да, но какую мощность он выдавал по факту? Давайте тоже это проверим. Проверочку начинаем конкретно с Type-C 1. Мы видим 28 вольт 5 ампер. Выбираем сразу 28 вольт. Даем триггер и разгоняем его по мощности зарядки. Он сразу 100 ватт спокойно достиг. Пошел 115. Ну, сейчас чуть просел. Сейчас поехали. Догоняем. 80, 90, 110, 120, 130. 140 ватт. 140 ватт. 142. Спокойно 142 ватта он тягает. То есть, да, 5,2 ампера, 28,1 вольт. При этом вольтаж он держит четко 28,1, 28,2. Просадки нет вообще никакой. Да, это очень неплохо. Он теплый, он не горячий. Да, это нормально, что при такой скорости разряда у нас будет давать, конечно же, тепло. Давайте проверим скорость, вернее, мощность второго порта. Включаем, давайте 12, у нас 15 вольт здесь, да. 15 вольт. Сколько он нам даст? 36, 38, 45, 46, 47. 47 идет просадка, все. Да, 45 спокойно тянет, до 47 есть запас. Отлично, хорошо. И давайте, наверное, Type A будем проверять. Сейчас вытащили, включаем наш Type A. Слушайте, хороший Powerbank. Хороший, очень хороший Powerbank. В плане, он не самый лучший. Я вам скажу, мой Ugreen 145 ватт, он, конечно же, получше будет. Получше, но это неплохо. Это неплохо, и сравнивать с Ugreen я бы его не стал. Ugreen чуть-чуть дороже. Но, правда, у Ugreen и емкость фактическая разряда немножко поболее будет. Давайте сейчас включим. Так, Quick Charge определила. Давайте включаем 12 вольт. 12 вольт берет. И разгоняем, посмотрим,
Сколько он нам выдаст? 17, 20, 22 ватта было. Сильно быстро дал нагрузку. Давайте включим заново. Давайте на Quick Charge 3 проверим. И будем догонять потихонечку вольтаж. А ну, 18, 19, 20. 22 и проседает. Даже 21. Ну вот, ну это правда. То есть мы правду показываем. Честную правду. Еще раз догоняем. 17, 18. Хочу все-таки получить максимум. По чуть-чуть даем. 20. 21,3. 21,3. Ну, учитывая, допустим, потери, да, которые там есть, то 22,5 он спокойно тягает. Мы провели тест на независимые порты, то есть мы видим, что у нас сейчас заряжается постоянно. Включаем еще одну зарядку, и у нас не произошло переподключения. То есть мы сейчас начнем проклацывать порты, мы сейчас проклацываем, видите, мы проклацываем протоколы, и он не переподключается. То есть здесь независимые порты. То есть мы сейчас включим еще ноутбук, включили, и он все равно не переподключился, поэтому порты независимые, и при подключении второго устройства он его не передергивает, скажем так. То есть давайте пробуем сейчас еще раз переткнуть, воткнули, вот он пошел заряжаться на быструю зарядку, и здесь тоже не переподключилось. То есть у нас порты независимые. И что у нас получается в сухом остатке? Неплохой Powerbank с КПД 99,6 на заряд, 79,1 на разряд. Хотя, допустим, я бы рекомендовал свой Ugreen, который я использую на постоянно. Вот такой вот он сейчас в нормальной цене 60, ну, вот за 25 он стоит 78. У него зависимые порты, но емкость фактическая и КПД у него выше. Вы должны это понимать. То есть фактически приблизительно там одинаковые деньги. Тут 66,90, но тут я не вижу разницы. Тут есть CCC версия, а есть просто вот PD 3.1 версия. Вы должны это понимать, что он чуть-чуть дороже, но он для меня в любом случае получше. Во-первых, у него тесловские элементы, что вы понимали, с Tesla Model 3 21700. А во-вторых, если вы пойдете и посмотрите наш оригинальный обзор, который тоже есть в описании под видео, то фактически КПД у него выше по емкости заряда и разряда. По протоколам приблизительно все то же самое. Но выбирать вам, кому какой бренд нравится. Обзорчик мы вам сделали, все честно показали. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.